Всем добрый день! У нас сегодня такой вечер на природе, так скажем. Жарим баранье каре ягненка. И на самом деле видео это не совсем про баранину, да, видео у нас сегодня будет про соус. Сегодня с вами будем готовить брусничный соус, который, на мой взгляд, украшает практически любое мясо. Прекрасно подходит и к котлетам, и к курице, и даже, на мой взгляд, и с рыбными блюдами тоже очень хорошо сочетается. Но к баранине он особенно изумителен. По ходу, пока еще не дошли до брусники, хочу вот вам сказать такой небольшой, не знаю, секрет, способ, полезность. Когда жарите мясо на решетке, сначала решетку смажьте маслом. Вот мы смазали маслом решетку, положили сюда мясо. Видите, отдельно там у нас огонь, это отдельно, а тут на углях все жарится. Ну, а мы пойдем делать соус. Тем более, что готовится он очень быстро, и буквально через несколько минут будет готово мясо и будет готов соус. Пока мясо у нас жарится, сегодня у нас все-таки рецепт не про мясо, а про соус. Мы с вами берем бруснику. Бруснику эту мы привезли из Карелии, из нашего отпуска, и храню я ее в холодильнике, просто залитую водой. По сути, это получается моченая брусника. И вот эта вот, кстати, вода, которая тут образуется, ее можно пить, она получается очень вкусная, полезная. Отпил и залил заново. Брусника таким образом в холодильнике может храниться всю зиму. И как раз ее очень удобно использовать для того, чтобы приготовить вот такой вот свеженький соус, как мы с вами сейчас сделаем. Я беру брусники, я готовлю соус прямо немножко. Это у меня уже разогрелась кастрюлька. Ну так, чтобы вот один раз съесть, то есть я не храню соус, а делаю его свежеприготовленным. Вот я закладываю брусники, ну буквально, наверное, где-то порядка 10 столовых ложек у меня тут будет. Я думаю, что нам будет этого достаточно. Ничего, если попадается водичка. И теперь на медленном огне я довожу это до кипения. И далее накрою крышкой. Вот смотрите, брусника у меня закипела. Теперь я сюда добавляю примерно столовую ложку сахара. Сахара нужно немного, просто как бы для усиления вкуса. И примерно вот на кончике столовой ложки соли. Все-таки это же у нас соус, да, а не варенье. Почему я не разбиваю бруснику блендером? Как бы это я делаю специально. Потому что сейчас ягоды будут кипеть, лопаться и создавать эту пюреобразную структуру тут внутри соуса. Но при этом некоторые ягоды останутся целыми. И мне кажется, что так соус будет выглядеть и по консистенции намного лучше. Теперь закрываю крышкой и продолжаю варить. Вот прошло у меня буквально 3 минуты. И видите, брусника, во-первых, она уже поменяла цвет, она стала более темной. Она сварилась, больше ее варить не требуется. И в зависимости от того, какая у вас брусника, сейчас я ее уже выключаю, она, видите, дает или не дает жидкость. Но у меня, поскольку она замоченная, то она дала достаточно много жидкости, но мы можем ее закустить. Закустить ее можно манкой, что я сделаю, либо крахмалом. Но мне, например, крахмал не очень нравится, какая потом получается вот эта вязкая консистенция. А манкой, кстати, очень хорошо загущать и начинки для пирогов в том числе. Вы потом не будете ее чувствовать. Сейчас манка смешается с соусом. Я уже выключила огонь, она разбухнет. И буквально через тоже 3-4 минуты даст нам нужную консистенцию. И тогда мы продолжим изготовление нашего соуса. Пока натру на терке, вот у меня зубчик чеснока. Ну, кто как делает, но нам нравится с чесноком. Ну, его только должно быть немножко тоже, да? Ну вот, смотрите, прошло еще буквально 3 минуты. Соус стал густым. Никакая манка там не чувствуется. На манную кашу это совершенно не похоже, не думайте. Теперь я добавляю буквально вот чуть-чуть корицы. Корица тоже очень хорошо оттеняет вкус брусники. И я не добавляю ее специально в начале, потому что корица, на мой взгляд, не должна вариться. Корица варится, это прямо стихи у нас тут. Все это перемешиваю. Пошел такой прямо аромат.
и соус получится остро-пряным, остро-кисло-сладко-пряным. Ну и так как мы его еще и посолили, то все-таки это соус, а не варенье. Теперь я добавляю сюда чуть-чуть чесночка. И, собственно, все. Мясо еще, кстати, жарят. Вот, а соус у нас уже с вами готов. Так что это вот такой соус, который готовится буквально за 5 минут, пока делается мясо. Конечно, можно и заранее приготовить, и холодным его хранить в холодильнике. Видите, какая получилась хорошая консистенция. Никакой манки тут, еще раз акцентируюсь, не ощущается. И соус по вкусу прям вот то, что нужно. И из 10 столовых ложек брусники соуса получается приличное количество. Вот видите, я налила. Ну, у нас сегодня, потому что каре ягненка, еще мы будем баранью ногу запекать. Баранью ногу вот будем печь в русской печи. Об этом, обо всем тоже у меня есть и будут рецепты. Так что подписывайтесь на канал. Будем готовить в русской печи, делать домашние десерты, домашние блюда. Ну и я обычно снимаю не специально для канала, а то, что мы в семье готовим, то я вам и показываю. Ну а сейчас ждем каре ягненка, которая готова. Польем соусом. И это будет волшебно. Итак, мясо готово. Смотрите, какое оно получилось ароматное, поджаристое. Давайте теперь добавим соуса. И, на мой взгляд, это идеальное сочетание баранина с брусничным соусом. И, кстати, брусничный соус любят обычно и дети тоже очень, с фрикадельками. Да? Такое классическое сочетание. Вот такая получилась у нас вкуснота. Это божественно. Обязательно советую вам приготовить такой соус. И напишите, поделитесь в комментариях, может быть, своими вариантами этого рецепта. С вами была Таша Муляр, канал Ташины рецепты. Подписывайтесь и до новых приятных встреч. Пока-пока. Вот специально досняла для вас фрагмент после уже, когда соус остыл. Посмотрите, какая у него красивая консистенция, цвет. Ну, просто замечательно получилось, на мой взгляд.